В институте я математику изучал, но, скажем так, все эти технологии, которые я использовал их до того момента, как уже изучил в институте. Изучать это раньше, чем тебе рассказывают, вполне реально, вполне возможно. Я занимался в кружке программирования, получил CD-диск, по-моему, какой-то журнал, связанный с системным администрированием. И там вот был раздел программ, называлось «Демо». Было очень непонятно, потому что называется «Демо», вроде как что-то демонстрация, но что-то как-то непонятно. И что было очень страшно, это то, что антивирус на вот эти вот все файлы, программы очень сильно ругался. Вот. Если рассказать о первой демке, которую я увидел, это было интро группы Farbrush, Doppler эффект, по-моему, называлось. И там очень удивила возможность смотреть эту работу в 3D очках. Там лазание по всяким лабиринтам, насколько я помню, было. Вот. Это было очень необычно и непонятно, ну как маленький размер, и так здорово. Смысл просмотров демок в том, чтобы получить какое-то вот вдохновение, опять же, какое-то творческое. То есть я не могу сказать, что вот посмотрел, и ты там потом настроился на какую-то работу такую вот серьезную, может быть. А в плане отдыха, в плане, вот, я не знаю, как с друзьями сел, допустим, что-то делаешь, да, и можно где-то, допустим, рядом поставить компьютер, запускать демки, и у вас такой как разговор, там, пошел, вы там, как это сделать, а как это вообще работает. В этом смысле, наверное, это здорово. Как смотреть демки? Мол, там, запускать экзешники, исполняемые файлы, либо видео. К сожалению, для классиков могу сказать, что сейчас я смотрю видео на YouTube, потому что это, ну, скажем так, быстро, не всегда хватает времени свободного, чтобы вот в эту атмосферу погрузиться. А с другой стороны, сейчас вот какое-то идет непонятное такое вот перемешивание операционных систем и быстрая такая вот смена железа, что у меня просто нет возможности на моей машине нормально посмотреть какую-то работу. То есть ты запускаешь ее, не хватает каких-то файлов, DLL-очек, либо у тебя видеокарта не поддерживает DirectX 11, хотя вроде как, ну, не такая уж слабая машина. И вот приходится смотреть работы на YouTube. Ну и когда смотришь на YouTube, вот сразу выделяешь, вот все, вот эту работу ты бы скачал. Ты бы ее посмотрел в очень здоровском качестве, но когда ты ее скачиваешь, у тебя просто машина не выдерживает. Это был примерно 2005 или 2006 год. Я тогда не умел создавать работы такие, не умел программировать демки, но я умел писать там простые программы на Паскале. Вот, то есть, возможно, вот этот вот момент заинтересовал меня вот в компьютерной графике, и следующие 2-3 года я занимался изучением OpenGL и писал программы на Delphi. Понемножку технологий с пользовательским интерфейсом, базы данных, немножко графика на конве, ну, немножко сети, пожалуй, все. Каких-либо таких вот хороших книжек на русском языке по программированию графики я не смог найти. Единственная книжка это была книжка Краснова OpenGL. Еще был у меня товарищ, который тоже хотел заниматься компьютерной графикой. И мы, по сути, с ним всю весну читали эту книжку, кто быстрее ее прочитает. Вот. Ну и там, конечно, такие простенькие примеры. Там кубик нарисовать, освоить координатную сетку, там трехмерное пространство. И таким образом я какой-то пытался сделать редактор. Тут я уже, честно говоря, не помню, как я вот вышел на сайт demoscene.ru, честно, не помню. Но в плане информации это был, пожалуй, первый сайт, где я мог понять, что такое демосцена, как это вообще все работает. Потом оказалось, что есть целое сообщество, что есть там сайт poet.net, по-моему, тогда был даже какой-то архив с рисунками, которые создавали демосценеры. Это все выглядело не просто как рисунок художника, а это, ну, какая-то такая вот фантазия очень необычная. То есть в первую очередь это музыка заинтересовала, рисунки, и потом уже вот такое вот программирование, создание программы, объединение всего этого. С самого начала мне было непонятно,
какие понятия там применяются, что такое интро, что такое демо, что такое music диск, почему там именно эта программа, где там музыка хранится. В плане освоения понятийного аппарата мне помогла передача Манве, там, где описывается, что рассказывается о том, что такое демосцена, откуда она началась, когда рассказывал, что такое интро, почему оно так немного весит, откуда вообще это сообщество началось. Пожалуй, вот эта передача сыграла большую роль. То есть я смог понять вообще, что это такое. На создание какой-то такой вот работы я отважился вот как раз, наверное, года через 4. Это, по-моему, был 2009 год. Месяца 1,5 или 2 писал работу. То есть уже перейдя от момента написания сценария, мне еще понадобилось, по-моему, 2 месяца на то, чтобы написать работу. Это вот начало с Constructions я написал. Я тогда работал, по-моему, каждый день писал. Вот. То есть где-то часов по 5-6 точно я тратил на это. До этого где-то месяца 2 я прорабатывал сценарий, думал, как я могу с теми знаниями, которые у меня есть, создать какую-то работу, ну, которая, может быть, как-то кого-то бы удивила, кого-то нет. Но я в основном упор делал не на технологичность, а на сценарий. Эта работа называлась «Мультфильм», хотя я ее назвал в английской раскладке. Вот. Я очень рад, что Тон это отгадал. Это очень приятно, что человек начал, скажем так, пошел по моему рассказу, по моему сценарию. Название работы, видимо, автор, когда ее аплодил, ошибся с раскладочкой. Это слово мультфильма, если его печатать английскими буквами, звучит оно как «вебкамнгбв». Автор Screamers, это его дебют на русской демосцене. Я смотрел вот первую трансляцию со своей работой. Тогда очень комично получилось, потому что я этот трек писал в наушниках. Я не слышал, как он звучит в колонках. Я смотрел трансляцию, и я был очень удивлен, какой там ужасный звук синусов был, да. И Тон очень правильно заметил, там синусы, что это такое, что это за ужас такой. Да, я видел. Я делал такая мерзкая музыка. Да? Или мне казалось, подожди, это там, где синусы такие были? Просто на ассембле, что ли, была, или в трансляции, я не помню, может, я путаюсь чем. Вот, и я был очень, честно говоря, неприятно удивлен, что я такой ужас написал. Но спасибо Битлу за то, что он вот дал на съедение свой трек с этими сэмплами синусовыми. Битл, спасибо. Я не могу сказать, что когда ты владеешь не очень сильно технологиями, важно делать прям сценарий. Я не думаю, что это сильно важно. Да, они взаимосвязаны, есть разные категории, где можно сделать упор на технологию, показать, насколько ты здорово владеешь математикой. А можно сделать это так, что эта математика очень здорово, очень сильно вкладывается в какой-то общий сценарий. То есть в этом смысле, например, в моих работах в первых у меня были проблемы с синхронизацией, это видно на работах. Я не знал, как мне перейти с одной траектории движения на другую. И вот в этих точках у меня получалось так, что по одной траектории он проскакивать может, а со следующей сцены он начинает траекторию с другой точечки. И объект просто сдвигается, либо камера в некоторых углах по-другому идет. Вот в последней работе In the Mood я вот этот вот момент учел. И там идет вот без всяких вот таких вот перескоков. Я эту технологию сам для себя открыл, и мне это очень приятно. С другой стороны, я все работы вот до этого момента, по-моему, даже до трек Master Cube, я писал на Delphi. А здесь у меня получилось создать хороший проект на C, и я эти исходники вот просто потерял. И как я это сейчас сделал, я не помню, и поделиться с кем-то, к сожалению, не могу. A monk asked Tozan, "What is Buddha?" Tozan said, "A tongue." По поводу критики могу сказать такую штуку. У меня
Был товарищ один, которому я показал работу Masagan. Он на самом деле такой немножко веселый товарищ. И он сказал, вот эта работа мне очень нравится. Потому что я настолько бешеный, мне вот это все нравится, вот эта вот веселость, вот эта вот забойность этой демки. А вот другие я вот не понимаю. Ну вот для меня это непонятно. Ну зачем столько сил тратить, чтобы маленький размер получить? Я потребитель, да, и меня интересует именно часть искусства, да, часть, как это выглядит, как это, насколько это красиво. Есть такие люди. То есть их можно, допустим, мнение учитывать, но, на мой взгляд, надо быть осторожным. Потому что если человек как-то не понимает, как это происходит, он не понимает ценности этого. А с другой стороны, он как бы и математик, то есть вроде как и спортивным программированием занимается, но не понимает. С другой стороны, демосценеры — это люди, которые сами создают программы, они не понимают, насколько это сложность, они не понимают ценность всего этого. Я думаю, что к ним стоит прислушиваться. Я думаю, что имеет смысл брать во внимание комментарии всех людей, прежде всего тех людей, которые находятся рядом с тобой. Это может быть родители, либо родственники, друзья. У них возникают иногда такие вопросы, которые тебя вот ставят что ли в тупик, или ты пытаешься найти оправдание этому, не то что даже оправдание, а пояснение этому, и это тебя наводит на новую мысль, а что бы еще туда добавить, чтобы это было как-то, может быть, понятно. Изменился мой подход к записи, то есть я начал использовать различные источники для того, чтобы прослушать качество звука. Стал пробовать записывать свои звуки для того, чтобы использовать их в трекерах, но, честно говоря, не научился именно по-хорошему писать трекерную музыку, то есть я не могу сказать, что я прям такой вот трекерный музыкант, но чепуха позволила, по крайней мере, прикоснуться к трекерному искусству, к трекерной музыке. По-моему, это была чепуха 7, где я написал парочку треков, но не такие самые простецкие. Вот это позволило поднять такой вот навык трекерства. В плане программирования я перешел с программирования на Delphi к программированию на языке C и использовал проект Base64, который уже был заранее настроен. В плане художественных эффектов и цветов мне очень помогла статья на democoder.ru. Там была статья, по-моему, называется «Анализирую это». И там было четко сказано не использовать кодерских цветов. Это очень полезная вещь, и я всегда, когда использовал цвета, я сразу там к RGB там добавлял что-то еще немного, чтобы это не были такие вот чистые цвета. И когда я продумывал какую-то идею, то есть в мультфильме это был в основном темный фон, и там какие-то, допустим, такие вот необычные цвета. Ну, понятно, огонь это какой-то должен быть красный. А вот в In the Mood мне именно хотелось, чтобы это был белый фон. И не хотелось черное использовать, но зато я использовал синее. Вообще задумка была сделать, ну, какой-то такой вот контрастный цвет. Но затем я добавил туда вот такую вот спиральку тройную. Вот она сделана цветной. И дальше такая радуга проходит. Вот это, наверное, единственный момент, когда там используются цвета. Я не был на демопате, но мне всегда очень хотелось посмотреть, что это такое. Вот есть такое понятие демоспирит. Вот хотелось бы, наверное, это ощутить, потому что там, ну, различный такой дух. Я, например, испытал там на олимпиадном программировании, там, когда съездил в Киев, там было такое мероприятие KPI Open, вот, и там была возможность встретиться с другими там спортсменами, все это прочувствовать. А вот на демопате такого не было, то есть тогда это просто было
ого, что это такое, я хочу посмотреть, где там море звука, где тебя там всякие необычные эффекты просто поглощают. То есть, ну, это очень здорово. Наверное, это можно как-то сравнить с тем, когда ты стоишь на реальной сцене с инструментом в руках, рядом с тобой твои друзья, вы вместе что-то играете, и вот у тебя этот дух захватывает. Я думаю, что, наверное, это точно так же и там. Честно говоря, я не знаю, каково это, но я очень хочу побывать там. Находишь какую-то игру, находишь какой-то такой вот замечательный продукт, в котором есть идея, в которой ты вот садишься, и ты, ну, она тебя поглощает, это атмосфера. Вот раньше такие игры были действительно старые, как King's Bounty, точно. Была такая игра. Герои третьи уже позже были. Вот в них какая-то такая вот идея была. Пожалуй, из последних и технологичная, и по сюжету была захватывающая Metro 2033. То есть там были очень хорошие эффекты. Вот что-то подобное я наблюдал и на демосцене. Возможно, это как-то перекликается, то есть люди же наверняка общаются. И вот технологии оттуда, или какие-то приемы оттуда и обратно они идут. Такой вот момент, это с игрой Max Payne. Поразило в этой игре эффект огня. Мне он очень понравился. Это на моем старом компьютере выглядело необычно. И я отважился написать письмо разработчикам. Да. И мне ответил сам Скевен. Там было, правда, так забавно, что это письмо пришло одному человеку. Он написал: Скевен, не хочешь ли ты ответить на этот вопрос, потому что у меня нет времени. И Скевен мне пишет, что я вообще не разработчик, я только создавал текстуры для этого эффекта, но могу тебе сказать, что тебе нужно искать там, что такое партикловая система. Для меня вот просто вот эта вот ключевая фраза партикловая система вот стала каким-то таким исходом. Я научился там делать всякие там взрывы, погодные эффекты, дождь, огонь, вот, снег. Это было очень необычно, это здорово. Вот поэтому, наверное, в некоторых моих работах есть несколько эффектов таких. Ну, скажем так, для меня это был тогда самый такой верх моего мастерства. Тогда я не знал, кто такой Скевен, то есть его имя у меня было связано только с игрой Max Payne, но я тогда нашел сайт, который его авторство был, и там мне понравились музыкальные треки. Это музыкальный трек Instant Rejection и Roast Ghost, что-то такое, не помню, честно. Ну, остальные треки мне, честно говоря, не очень понравились. Там что-то у него про хомяка было, там целая история. Я ее не понял, а вот Instant Injection, она такая очень динамичная и хорошая музыка. Я думаю, что имеет смысл двигать в массы демосцены, но нужно это делать очень аккуратно и начинать с тех работ, которые понятны всем. А понятна всем красота прежде всего. То есть это музыка приятная и, конечно же, видеоряд. Тогда люди будут понимать, что это качественно звучит, это все здорово выглядит. Может быть, не все будут понимать технологическую часть, но в этом смысле вот современное общество, оно само по себе технологично, оно, допустим, знает, что есть какой-то прибор, у него есть там какие-то ограничения на память, и, наверное, они будут понимать, что все-таки, это если ограничено, а такой вот богатый видео и мультимедиа ряд, то, думаю, они будут понимать их технологическую часть. Но, скорее всего, первое, что они встречают, все-таки это видео и звук. Я, например, не очень хороший спортивный программист, но меня товарищ один на одном конкурсе такой позвал и говорит, ты же, демосценой занимался, мол, сделай какой-то такой вот алгоритм необычный. Вот. Я говорю, я же там ничего не понимаю, ты же демосценер. И пришлось такой небольшой пример написать, правда, ничего сильно не получилось, но зато мне такой сказал, слушай, это ж необычно.
Наверное, вот дух демосцены, вот эти вот подход демосценерский, он заключается не в том, что прям такая нестандартность, а скорее всего вот такая вот изящность. Когда какие-то вещи ты каким-то вот неявным таким способом делаешь, оно получается очень, в каком-то смысле, может быть, оптимально, может быть, это очень красиво получается. Ну, все зависит от рода деятельности, который ты применяешь. Наверное, здесь тоже надо быть как-то аккуратным. Но думаю, что это очень полезно. Это как генерация новых идей. Вы знаете, у меня на форуме в цитатах есть одно выражение Манве. Он говорит о том, что мы друг друга удивляем тем на русской демосцене, что вообще что-то делаем. Вот я желаю всем демосценерам советским, чтобы они не просто что-то делали, а делали это здорово и классно. Поэтому вот хочу передать привет Фоксу, Унцу, Престону, Битлу и другим ребятам, чтобы вы вдохновлялись и всегда имели силы на то, чтобы создавать работы на демосцене. А теперь я хочу сказать несколько слов тем, кто хочет начать создавать свои продукты, свои демки, свои интры. У вас есть уникальная возможность писать письма тем людям, которые вас понимают, которые вас всегда поддержат и смогут вам реально помочь начать это писать. Есть замечательный сайт, где выложены прям исходные коды и алгоритмы для того, чтобы создавать необычные объекты на шейдерах или если это софтверная обработка изображений. Всегда должны быть какие-то ресурсы, чтобы изучать математику и применять ее в демосцене, и применять ее в искусстве. Пытайтесь создавать и обязательно пробуйте. На форуме demoscen.ru вам обязательно помогут сделать вашу классную программу. Увидимся на демосцене.